Гуси, гуси, га-га-га. Ребята, тихо, тихо. Дайте слово сказать. Друзья мои, сегодня опять очередная важная тема, связанная с гусем. Сейчас мы опять каких-нибудь разберем 5 причин, почему это очень хорошая птица. Ну и может найдем 1-2 минуса, хотя я в этом сомневаюсь. Доброе утро, друзья мои. Сегодня опять тема про гусей. Про гусей, которые выросли. Кто-то меня спрашивал, часто спрашивают, зачем тебе столько гусей? Друзья мои, положа руку на сердце, скажу вам так. Это основная статья дохода моего хозяйства. Я уже раньше говорю и буду говорить, что гусь это самая выгодная птица в хозяйстве. Конечно, кто-то может со мной поспорить и возразить, но есть неопровержимые аргументы. На протяжении 5 лет, вот это уже 6-й сезон содержания гуся, вот, и я от своих слов никогда не отступлюсь. Товарищ, можно у вас взять интервью? Одно слово для нашей редакции. Одно слово. Как вам поживается? Как вам поживается? Отпусти, есть хочу. Отпускаю. Иди ешь. Гражданочка, можно один вопросик? Гражданочка, один вопросик. Вы что, феминистка? Нет. Не ругайтесь. Ну все, бегите. Как ваши дела? Нормально? Ну, слава богу. Все хорошо? Куда пошел? Иди ко мне. Че ты? Он такой скажет, отпусти меня, я травы хочу. А я хочу, чтобы ты людям личико свое показал. Вот оно какое. Уже настоящее гусиное. Ну, сам пойдешь? Ну, иди. Или посидишь у меня на руках. Давай посидим, давай посидим. Не хочет. Ну, не хочешь, не надо. Иди кушай. Первый и самый важный плюс гуся – это его сибирское здоровье. Это практически неубиваемая птица. Может быть 2 варианта отхода. Это или некачественный материал, который вам продал недобросовестный продавец, или ваша халатность. Все остальное ей нипочем. Если вы сделали первое время содержания, то есть это тепло, сухо и нету сквозняков, если вы даете хороший корм, если вы меняете подстилку, чтобы не было сырости и грязи, вот, она вас порадует. Через 2 недели вы увидите колоссальные изменения в том, что вы купили, и то, что у вас выросло. Ну а дальше улица, свежий воздух, солнце, выпас сделает свое дело, поверьте мне. И они вас порадуют в конце сезона отличными привесами. Началась у нас в Сибири уборка. И Саня звонит с Шабанова. Говорит, Валек, отходы есть бесплатные. Их называют пустые отходы. Вот, завел я машину. Смотрите, 3 ящика загрузил. Один у меня вот такой побольше и 2 одинаковых маленьких. Вчера начал разгружать 60 ведер вот в эту бочку. Ну как, в бак в этот. Влазит 4 20-литровых ведра. Завесил я ведро, короче, в котором было 6 килограмм, я им и таскал. 60 ведер я стащил, и сегодня я унес уже 9. То есть 69. И здесь еще чуть-чуть осталось. Ну, ведер, наверное, сколько будет? Ну, здесь еще может ведер 5-6. Будем считать грубо. 75 ведер умножаем на 6 килограмм. Плюс умножаем на 2 ящика. Ну и этот больше сантиметров на 40. Короче, по моим прикидам, ну минимум 1,5 тонны припер. Рассыпал поросятам, рассыпал овцам, чуть-чуть дал на пробу, уткам дал, но основную массу таскаю гусям. Они весь день в движении, они весь день в
поисках чего-то. Непоседливое ОПГ мое. И вот я им дал. И смотрю сегодня утром. Там кучка меньше, там кучка меньше. Ну, получается, они целый день что-то заняты, что-то выискивают. Отходы очень интересные. Ну, сейчас я вам покажу. Давайте вот в этом полном ящике покажу. Здесь такая... О, хорошо, хоть не горят. Здесь в основном ячмень, колоски, ломаный ячмень. Но здесь попадается очень много. Я вот на руку брал вчера, когда смотрел. Тут и просянка всякая, и семена каких-то трав, всяко разных. Зеленочки какие-то попадаются. В общем, всякий мусор, что с веялки выдувается при уборке урожая. Вот. И гуси очень интенсивно изыскивают то, что им здесь нравится. Остальная куча остается полова. И они на нее садятся. И вот даже если бы было их прям немерено много, можно было целые гурты набрать. И зимой бы они бы даже на них сидели, как на соломе. Вот. Ну, пока пусть кушают. Вот. А мы потаскаем, покормим их немножко для разнообразия. Ну вот смотрите, вчера я им высыпал, остались в основном только колоски. Вот. Всю зеленушку, все, что было такое зелененькое, они схомячили. Но так как они не голодают, я вон им травку подвожу, овес у них основной корм. Это у них останется на потом. Когда заниматься нечем будет, они с удовольствием это похомячат. Ну, раз я показываю вам отходы, давайте про кормление, наверное, с самого начала расскажу. Кто не видел начало приобретения, кто не знает, как я начинаю, как я перехожу, я сейчас в 2 словах быстро повторю. Купили мы гусят, купили мы 14 мешков ПК-2, в нашем случае веговский комбикорм в наших краях. Живем мы в Новосибирской области, если тоже кто-то не знает. Ну и получается, начинаем кормить. Корм круглосуточно, корм всегда в достатке. И до 2 недель я свет у них не выключаю, дабы они не подавились. Ну, в общем, 2 недели свет круглосуточно. По многим причинам, непонятным для меня. Вот. Через 2 недели я начинаю делать свою дробленку. Свою дробленку я тоже много раз показывал. Лена, если надо будет, табличку поставит или ссылку на ролик сделает. Вот. И делаем так. Грубо, ну я образно буду рассказывать. Берем 3 ведра, например, заводского комбикорма, ведро самодельного, подмешиваем, перемешиваем, то есть перемешали, дали покушать. Вот. Утром, вечером сделали так. Вот. Смотрю, съедается все. То есть и заводской, и самодельный. Утром следующего дня добавляю уже 1,5 ведра своего. Вот. И вечером 1,5. Смотрю, тоже все съедается. То есть они едят и тот, и тот. К корму привыкают, кормушки пустые, все поедается. И так каждый день по пол-ведерка добавляю до того момента, когда не перехожу полностью на свой. Вот. И еще, наверное, я, получается, где-то практически... Ну, дней 10 я еще покормил своим кормом, грубо говоря, практически до месяца. Вот. И потом стал также подмешивать овес постепенно. Точно таким же макаром я подмешиваю овес. И, грубо говоря, там через 5-6 дней, максимум через неделю, они переходят на чистый овес. И поедание, короче, привыкание к корму происходит безболезненно. Если так не делать, а резко поменять корма, гусь может пару-тройку дней вообще не питаться. Он будет подходить, там что-то тыкаться, но незнакомый корм, я так понимаю, что для каждого вида корма надо как-то настроиться. Вот, поэтому делаем так. А сейчас уже трава, вот эти отходы, все, что есть, там кабачки, тыквы, картошка, все в сыром виде, друзья мои. Кто-то спрашивал, варите, не варите. Ничего не варим, ничего не толкем, ничего не делаем. Картошку как копаем, такая, пофиг. Кинул им. Они у них, вы посмотрите, какие у них челюсти, какие у них резцы на клюве.
они раздербанят все, что хотите. Они у меня вон сетку рябицу едят, металлическую. Берет вот так, и вот так делает, хоп, и отломал. А потом зимой, когда пупки вскрываешь, а там вот такие проволочки, желудки проткнутые. Это я вам на полном серьезе говорю. Сейчас у нас получается, я уже где-то в ролике рассказывал, что у нас сместился график работы из-за того, что утка не убралась вовремя. Вот, я думаю, недельку, максимум дней 10 мы утку доубираем. Вот, и я на то время, что я сейчас трачу на утку, то есть я утром встал, управился, и я пошел, мы рубим, щипаем, скубем, кто как говорит. Вот, и у меня гуси сидят в загородке, я им кошу траву, я им даю вот отходы, кормлю, пою, вот это все есть. Но я хочу в этом году все-таки попробовать их попасти в роще, чтобы они ходили хотя бы утром пару-тройку часиков и вечером пару-тройку часиков. Поэтому то, что я сейчас время трачу на утку, я его ворую у гусей. Вот. Но я думаю, если не в следующий, то через ролик вы точно увидите, как я с торбочкой возьму этот, как это, Маша и Жужа, или кто там, Маня и Жужа, шли до города Парижа. Вот возьму палочку, узелок, молоко, сыр, хлеб и буду ходить с гусями полдня. Пастушком заделаюсь. Ну вот. Птичка не сильно голодная. Травку они похомячили. Кто-то лег отдыхать. Кто-то подошел к водопою. Ну, тут, конечно, можно сразу и ванны принять. Мокрый. Водяные, как говорится. Ну, что ты вылезешь? Нет, а? А, ну все, вылез, слава богу. Что-то тебе занесло, а? Ну, вот так вот выглядит, друзья мои, птичка. Так, а я что запарился-то? Хотел сказать возраст. Что мы их взяли? 26 июня. 26 июля был месяц. Сейчас им получается полтора месяца. О, надо будет завтра взять весы и пару-тройку особей завесить. Вон потягушки какие мы делаем. Опа-на. Вот так вот. Ну и соответственно, как я уже рассказывал, он тенечек. О, кстати, про тенечек. Ну-ка дайте я перейду на ту сторону. Кто-то мне в комментариях написал, что я бестолковый и что построил помещение, которым попользовался 3 дня, и оно больше не нужно. Нифига, вот оно, смотрите, вот вам показатель. Тенечек, они где-то заходят вовнутрь, где-то садятся здесь на ветерок. Там у них корм, у них вот там вот, где вот эта вот дверь, и где вон там. У них и там корм. Они ходят, в помещение зашли, поклевали, полежали, в теньке отдохнули. Опять вон пошли куда-то до травы, до воды. Вот так вот они на этих 2 загонах и живут. Кстати, несколько раз у нас были шквальные дожди, ну и ветерок тоже был четенький. Вот, конструкция моя стоит и ничего не улетело. Так что, опять же, тем, кто писал комментарии, ну не буду я вам говорить, что я про вас думаю. Я о людях, конечно, думаю всегда только хорошее, но только о хороших людях, которые не пишут мне гадости. Вот, поэтому пока в этом плане все замечательно. Я говорю, единственное, что вот меня сейчас немножко напрягает, это нехватка времени. Вот, и то, что вот здесь уже такая зеленушка у меня хорошая, молодая, поднялась. Но я думаю, она еще за недельку никуда не денется. Так что все будет хорошо. Ну вот, с вами разговаривал и ящик опорожнил. 81 ведро получилось. 6,8, 48, 4,800 примерно. Почти что по полтонны каждый ящик. Вроде полову, вроде отходы. Ну, извините, полтонны даже половы привезти. Ой, полтонны здесь полтонны и здесь полтонны. Это тонна. Ну и здесь, наверное, килограмм-то 700 точно будет. Вот. Я по машине вчера чувствовал, что идет она не очень-то легко.
Ну, все нормально. Главное, выдержали колеса. И главное, что сейчас за пару-тройку дней я все это высыплю, и они будут колпашиться. Им, наверное, на 2 недели, на 3 точно хватит ковыряться. Лишь бы не сильно дождями поразмочило. А может, наоборот, размочит, еще лучше будут кушать. Так, за отходы я вам похвастался. За кормежку я вам похвастался. Сейчас хочу рассказать самую, наверное, насущую проблему. А насущая проблема в том, что мне уже много пишут и скидывают в личку и в группу, что с 1 сентября 2026 года начинаются какие-то лютые ветеринарные мероприятия по птице, маркировка, чипирование. Ну, в общем, очень-очень много информации. Не вынесла душа поэта. Набрала сегодня начальника ветеринарной службы города Тогучина и Тогучинского района. Ну и поговорили мы с ним. Короче, не все так страшно, как люди поднимают панику. Кто помнит, был недавно ролик, там что-то про инвентаризацию. То есть мне позвонили с ветеринарии, сказали, что я не все очень хорошо веду по хозяйству, и мне надо в Меркурии и в Хариоте полностью дать все поголовье скота. И зашел разговор о птице. У вас птица есть? Да, есть. Кто? Гуси. Уток я уже не стал называть, потому что я понимал, что их вот-вот уже в хозяйстве не будет. Так, собственно, и происходит. Возможно, пока выйдет этот ролик, их уже реально и не будет. Или там, может, десяток останется, но и то мы их уберем. Короче, тема зашла про гусей. Мы сказали, что есть гусь. Мы сказали, где мы приобрели, в каком инкубатории. Все. И сегодня я звоню, разговариваю с начальником, говорю, так и так. Там что-то кипиш какой-то поднимается. Что мне делать? Скажите, какие мероприятия? Он говорит, давайте посмотрим. Он говорит, у меня как раз Хариот включенный. Он заходит в программу, набирает мою фамилию, имя, отчество, говорит, а у вас все нормально? Вы когда нам данные давали, мы занесли, что, какого они там, говорит, 16 июня. Нет, 16 июня. Мы занесли вас, говорит, в базу, вы сказали количество. Короче, маркировка проходит не каждой птицы по отдельности. Маркировка происходит по группам птиц. То есть вам промаркируют 100 гусей, вам промаркируют 100 уток, вам промаркируют там 100 курей. Каждому присвоят. У меня вот РУ-2, например, сейчас дали, он мне говорит, у вас называется РУ-2, это ваша маркировка. Все, пройдет время, начнется у вас забой. Вы, говорит, убрали, например, в октябре 50 штук. У нас там есть сейчас ежемесячно Лена делает отчет. Кто прибыл в хозяйство, кто убыл. По какой причине прибыл, там родились или купили, по какой причине убыл. Там, умерли или зарезали. Так же самое, говорит, будет и проходить с гусем. В октябре убрали 50 штук. Дали нам бланк, заполнили. Ушло с хозяйства 50 штук посредством там забоя и продажи. Вот. В ноябре еще там грубо 50 штук. Осталось у вас, продолжаете. Если убрали все, пишите. Мы просто убираем, что у вас на данный момент в хозяйстве нету. Все. Я говорю, там какие-то, говорят, баннеры, там что-то надо, какие-то таблицы вешать, чтобы не ближе, за 1,5 метра до можно было прочитать всю эту информацию. Вот. Пока, говорит, пока то, что вы сделали, пока этого достаточно. Поэтому, друзья мои, не кипятим воду. Как говорится, не писаем кипятком, продолжаем жить, делаем все, как от нас требуют. Позвоните на свои ветстанции, пообщайтесь со своими ветеринарами. Я думаю, все у вас будет хорошо. Еще один немаловажный плюс — это что с гуся можно брать очень много продукта. Это практически безотходное производство. Пух, как говорят, 5-6 килограмм мяса и мех. Но в нашем случае это не мех, это пух. Подушки, одеяла, всякие изделия, кому что нравится. Мясо, само гуся. Потрошки можно делать из печени деликатесы, и там кто на что гораст. Что у нас еще? Яйцо. Кто-то употребляет в пищу, то есть
Я впрямую никогда не видел, но бабушка у меня в тесто добавляла гусиное яйцо. Также оно же, это же яйцо идет на инкубацию, можно на этом зарабатывать деньги или выводить для себя гусят. То есть, если у вас есть желание и вы хотите этим заниматься, у вас будет круговорот гуся в природе. Гусочка, яйцо, гусенок, мясо, гусочка, яйцо, гусенок, мясо и так до бесконечности. Еще у моей прабабушки, когда раньше не было ни инкубаторов, ничего такого промышленного, у нее всегда с десяток гусынь был, гусаки, и 100-120 гусят, это было за положняк. Дедушка, ну прадедушка, делал специальные гнезда, накрывали их тряпочкой, бабушка за ними следила, помогала им, переворачивала. Ну, в принципе, в советское время, мама мне рассказывала, бабушка гуся продавала 7 рублей. Сами представляете, если 20 штук они там съедали, на гостинцы раздавали, 100 штук, если даже продавали, в советское время 700 рублей. Это было довольно-таки приличное подспорье для пожилых людей. Так, еще один очень немаловажный и очень полезный вид деятельности этой птицы — это поедание травы, сорняков, культурных растений. Не дай бог им зайти вон в тот огород, где насажена не только полынь или беда, и они вам скосят, как хорошая газонокосилка. Ну а там, где они находятся, как вы видите, ну вот это вот они потихоньку поедают, к зиме ничего не останется. Но вот здесь, когда мы строили этот загон, здесь была трава, но сейчас здесь уже ничего нету абсолютно. Сейчас я им подкашиваю. И вот по поводу того, что едят они все подряд, то есть им вот так вот привез я отходы. Здесь всякая полова, семена растений, ну всякая мелочевка, ерунда. И вот я уже сегодня, получается, 3-й день рассыпаю им. Вот они ходят, где-то травку клюют, где-то зернышко. И вот такой движ у них круглосуточный. Вон видите, дом. Вот это мой дом. Это школа, это не мой дом. Я не барин какой-то, имею такие хоромы. У меня вон скромненький домик. Вот. И вот в это окно я сегодня утром проснулся, выглядываю. Вот. И получается, у нас что тут? Вот такой круговорот. Вот они просто, я смотрю, я стою, минуты 3 я за ними понаблюдал. Вот они просто вот так вот движутся. У них постоянное движение. Что-то надо найти, что-то надо схомячить. Вот надо что-то высказать мне претензии какие-то. Что ты хочешь? Что? Что случилось? Я же тебя покормил. На. Да не было ничего. Что ты врешь? Разговорчивые, конечно. Очень разговорчивые. Да, есть, конечно, все-таки один минус. Ну, хотя это не минус. Охранная сигнализация обалденная. То есть, если, не дай бог, они вечером или ночью задремали или задумались, вот, не дай бог появиться на участку постороннему человеку или их что-то напугает, галдеж поднимается вообще офигенный. Вот видите, школа? У нас круглосуточно там сторожа работают. И где-то года 2 назад или 3 дядя Саша такой, я утром выхожу, он говорит, у тебя там все нормально? Я говорю, нормально, а что случилось? Он говорит, да что-то твои птички такой шум подняли. Я аж ночью встал, вышел, посмотрел. Я говорю, ну вот, хорошо, они помогают тебе не спать, а ты помогаешь мне, чтобы их никто не утащил. Но вообще, если честно, утащить, я говорю, их очень сложно, потому что шум поднимается неимоверный. Вот. И если, когда они вот сейчас подрастут, например, уток не будет, останутся только одни. Если вот в этой комнате, где я вам окно показывал, лечь спать с открытым окном, ну, ночью будет не очень комфортно. Это будет постоянно га-га-га-га-га-га-га. Ну, потом привыкаешь и как на фоне уже дрыхнешь. Ну вот, начинается вечерняя кормежка. Там за яслями кучку высыпал, здесь кучку высыпал. Вот куча. Там вон сидят, высыпал. Здесь в общей сложности получается сколько? Сколько? 5 вот таких баков. 5 баков по 5 ведер. 25
ведер оцинкованных я им высыпал. Вот буду сейчас до утра будет чем заниматься. Ну а я пойду им еще подсыплю овса. Пойдемте опять глянем, что у нас здесь. Вот, видите, вечером, утром, если не подсыпаю, вечером эта кормушка почти пустая, та наполовинку. Ну и во второй половине, что вы идете? Я еще ничего не даю. Вон, ковыряйтесь в отходах. Ковыряйтесь, мои хорошие. Сейчас здесь глянем, что. Ну а здесь классика. Здесь они больше находятся, здесь в ведерке осталась половинка. Остальное все абсолютно пустое. Значит, насыпаем полные кормушки до утра. Ну вот, мешки на ларе лежали, мешки закончились. Ну, здесь еще на пару дней гусям хватит. В субботу поедем за тонной овса. Нашел я вчера овес. Может, 2 привезу, если с прицепом поеду. Ну, вот такая вот, в принципе, управка не тяжелая. Корм насыпан. Вода всегда в доступе. Ну и травичку. Если сегодня успею, накошу сегодня. Если не успею, накошу утром. В принципе, накладываю так, что им до вечера хватает. Вот сегодня утром все, что кидал, все скушено. Ни одной зеленушки нету. Так что аппетит нормальный. Активность нормальная. Вон, что-то нашли. Пацаны, что дают? А? Что дают здесь? Не знаешь? Сам не знаешь? Ну, что-то вкусное, да? Ну, давай, хомяч. Вот, смотрите. 5-я причина плюса гуся. Вот они бегут, мои хорошие. Вот смотрите, друзья мои, даже невооруженным глазом я, грубо говоря, в течение недели хожу, снимаю гусиков и рассказываю вам про них. И даже в течение недели видно, как меняются их размеры. Очень быстро растущая птица. За 3 месяца, в принципе, можно вырасти ее уже до забойной тушки. Ни одно животное, которое находится у меня в хозяйстве, бараны, там, быки, коровы, там, неважно, поросята, ни одно животное не даст таких быстрых привесов, как дает водоплавка. Не будем сейчас касаться утки, это отдельный был разговор. Сейчас говорим именно про гуся. И вот именно гусь растет очень интенсивно. И, грубо говоря, за 5 месяцев. Почему я говорю, что можно вырастить за 3, но приходится держать 5 месяцев? Потому что через 3 месяца тушка товарная, но мясо не сформировавшееся и не созревшее. И забой надо производить после того, как ударят морозы, чтобы хорошо снималось пух-перо, и чтобы это пух-перо было качественное для изготовления подушек или каких-то других изделий. Давайте настроим весы. Сейчас мы включим этот супер прибор. Видно? По нулям видно. Ставим бак. Бак у нас весит 900 кг. Нажимаем точку тара. Все по нулям. Ну, пойдемте. Буду ловить середнячков. Есть, конечно, и мелочевка. Вот я вам сейчас прям на него наведу камеру. Вот он стоит. Не знаю, в чем там душа теплится. Вот он, видите? Кушает головой вниз. Но бывают такие индивидуумы. Но таких мы не будем брать. Вот. А возьмем вот что-нибудь средненькое. Пойдем ты. Ну ты вообще маленький тоже такой. Вот, середнячки это вот.
Вот они такие, вот их. Их большинство. Их большинство, есть чуть-чуть поменьше. Может, будет гусочка, может, курил в детстве, болел чем-то, не знаю. Вот. А вот такие вот середнячки. Хорошие гусики. Давайте одного возьмем. Пойдем. Тихо, 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 тихо. Тихо. Не ругайся. Не бойся. Не ругайся. Так, опять смотрим, что все по нулям. Сажу гуся. При вас сажу. Тихо, не уходи никуда. 2200. Вот он успокоился. Ну что ты? Ну что ты ругаешься? Тихо. Да пойдем, я тебя вытащу. Вот смотрите. 2,2 килограмма. Если возьму чуть-чуть поменьше, будет двушка. Возьму чуть-чуть побольше, будет 2,5. Поверьте моему опытному глазу. Ну и, если что, поверьте мне на слово. Обманывать вас я никогда не обманывал, не хочу начинать это. Сейчас расскажу дальше, выключу весы. На данный момент съемки, на данный момент съемки им получается до 2 месяцев еще 12 дней. То есть, грубо им 1,5 месяца, 45-47 дней, где-то так получается. 47-48, да? Ну, примерно. Вот. То есть, в 3 месяца эта тушка должна будет весить в среднем порядка 5 килограмм. По крайней мере, до этого года так и было. Если все будет нормально, так оно и будет. Я вам в следующем обзоре как-нибудь расскажу про веса. Вот смотрите, если ему еще нету 2 месяцев, он уже порядка 2 с лишним килограмма. В 3 месяца, если все будет хорошо, будут особи должны доходить до 5 килограмм живым весом. По крайней мере, так было раньше. Посмотрим, что будет в этом году. Соответственно, если вы его держите до ноября месяца, то получается, вот как по прошлому году, тушки были вообще обалденные. Но гусь был тот же самый, что и вот этот, не знаю, как в этом году будет расти. Я вижу, что партия, чем больше партия, тем получается больше каких-то мелких отщепенцев. И ну, с этим ничего не поделаешь, с этим надо просто жить. Вот, а основная масса гуся будет замечательная. Я его вижу, вон он сидит, смотрит на меня голубым глазом. Так что будем следить ежемесячно, будем смотреть, как идут приросты по весу. Также буду показывать кормежку. Ну, пропадешь, говорить уже не буду. Птица, в принципе, в таком возрасте, что как бы ей уже помирать по большему счету не от чего. Лишь бы никакой не прилетело к нам заразы и всего такого. А так уже все. Ему уже не страшны ни коршуны, ему уже не страшны ни вороны, ни кошки. Ну, дай бог, чтобы лис и хорьков к нам не приходило. Так что, а таких вот летающих хищников ему уже бояться нечего. Вот в связи с этим, 5-я причина, она, которая имеется в виду 5-я причина в моем повествовании, что это самый быстрый набор веса из всех животных. И получается, через полгода у вас полный морозильник мяса. Это, то есть, продукты на стол, это какие-то продажи, это деньги. Вот, и я уже говорил и повторяюсь, это самая как бы выгодная птица по содержанию в домашних условиях. При всех прочих равных, это ее неубиваемость, это ее быстрый рост, это ее многозначность, то есть и мясо, и пух мы берем. И это хорошие показатели по продажам, то есть килограмм мяса тоже стоит довольно-таки неплохо. На это можно и покушать зимой можно, и заработать денежку. Ну, один гусь уже он в школьном дворе, один у уток. Где-то есть дырочка. Ладно, когда вырастут, в нее пролазить не буду. Переставили мы поилки.
Вроде такой неплохой напор. Но, как видите, дальше третий не успевает набираться. Все они, в принципе, выпивают. Кто-то моется, кто-то воду пьет. Молодцы. А здесь сейчас этот участок должен подсохнуть. Почему я отсюда его убрал? Потому что у меня получилась небольшая засада. Они все-таки плескаются. И в связи с этим излишки воды, так как у меня там низинка, излишки воды стали выливаться на проезжую часть, где мне надо ездить. Ну и вот видите, надо, чтобы это все подсохло. И вот то, что я вам сейчас показал, то, что грязь на дороге, то, что грязь в загоне, это, наверное, единственный такой большой минус в плане содержания. У вас вытаптывается территория, у вас нету к осени ни одного зеленого побега травы, они все выедают, от них все равно есть сырость, и это для меня как бы является таким минусом. И самое большое, что в этом минусе, поэтому я терпеть не могу водоплавку держать зимой. А если ее оставлять на улице, это одно, а если ее заводить в помещение, ну там, например, надо посадить гусынь на яйца, или чтобы они пересидели хотя бы самые лютые морозы, вот, то у вас в сарае примерно будет вот такая же грязища, только это еще все будет замерзать ночью там на полу, это ледяные сталактиты. Вот это вот мне очень-очень не нравится, и поэтому водоплавки у нас зимой нету. Ну и, наверное, еще один минус есть, это сам процесс забоя. То есть ощипывание, потрошение, мытье. Вдвоем, втроем такое количество делать тяжеловато. Не то, что тяжеловато, поджимает всегда время. Поджимает время, потому что вот уже несколько лет подряд в конце ноября морозов еще нету. Начинаем потихоньку убирать, складываем в морозилки. Морозилки заполняются очень быстро, гуся много. А когда наступают морозы, это уже декабрь месяц. А надо все успеть забить до Нового года и все распродать. Несмотря на все недостатки, несмотря ни на что бывают и плохие веса, смотря какой материал купил, бывают падежи, всякое бывает, но это все равно остается моей самой любимой птицей и самым любимым, как говорится, в хозяйстве делом. Они что-то разговаривают, рассказывают, объясняют. Вот гусачок будет, обалденный гусачок, видно, хорошая конституция. Вот идет хороший гусак, и за ним следующий, и третий идет. Он уже, смотрите, как это называется. Мотня у нас в простонародье это называлось. Вот он. Ну что, ну прелесть же идет, а молодой, а уже видно, что гусь, прям гусь-гусь. Ну ты же сам подошел, дай погладить. Да я ж тебе не сдавлю за шею. Говоруны вы мои, а? В этом году у нас ребята ремонтом занимались по дому. Ну и один парень, Володя, взял у меня гусей. На пробу хочу, говорит, взять. 20 штучек взял. Довольный? Балдежные, говорит, такие хорошие. В позапрошлом году Ромыч, привет. Ромка взял 20 штучек. Все выжили, все хорошо. Забили с женой. Все понравилось. В этом году соточку взял и прям и не жужжит. Так что если кто-то захочет приобрести себе в хозяйство, попробовать эту газонокосилку, если у вас есть заросший участок, если у вас есть время заниматься ими,
Возьмите 10, 20, 30 штучек. Походите, побалдейте с ними все лето. Они вам выкосят всю траву на участке. Порадуют вас мясом, пухом. Чем еще? Не знаю. Много чего из них хорошего есть. И главное, что спокойствие на душе, когда вот ходят они вокруг, столько штучек, и тебе радостно. Мне, по крайней мере, точно. А знаете, еще, наверное, это так будет религическое отступление. Вот много лет я жил в Казахстане, мы держали хозяйство. И вот сейчас уже 6-й сезон держим. И вот знаете, я, наверное, с нетерпением жду осени, первых морозов. Я просто и вспоминаю, и представляю, как это будет, когда мы начнем забой. Первый день уберем там 5, 6, 8, 10 гусей, без разницы. Мама ошпарит лапки, почистит их и положит в кастрюльку варить. Потом мы посмалим головы, почистим, помоем их и тоже поставим в другую кастрюльку варить. Головы покушаем в этот же день, а лапки мама разольет по тарелочкам, по специальным, по таким неглубоким. Будут лежать лапки и получится заливное, ну типа холодца, в желатиновой такой, в коллагеновой жижке все это замерзнет. И мы на следующий день будем кушать вот этот коллаген. И лапки. Лапки, как типа семечки. Сидишь, телевизор там смотришь или что-нибудь по компьютеру и грызешь их потихоньку, косточки обсасываешь. Вкуснотища, не знаю. Кто ни разу не пробовал, наверное, меня не поймет. Но тот, кто это кушает или кушал когда-то, вспомнит. Это вообще, это, наверное, самые замечательные времена, когда идет вот морозы, когда идут забои. Будь то гусь, будь то поросенок, будь то хоть кто. Свежее мясо. Какие-то деликатесики. А какой мы паштет делали из печени гуся. Там пальчики оближешь. Ладно, наверное, я кушать захотел. Что-то рассказываю вам такие вкусняшки. Опять ругать меня будете. Если попадет в ролик пару моментов, там пару комментариев, мне пишут, что ну вот жалко забивать, умная птица, благородная. Друзья мои, ну если вы держите там 3-5 штучек для души, для того, чтобы они ходили у вас по ограде и реально косили газон, то это одно. Есть гуси разных пород, там холмогорские большие гуси, там какие-то тулузские, там еще какие-то. Ну, много есть, не то что декоративных, а тех, которых, правда, держишь для души, для красоты на участке. У нас это статья дохода. Как бы это ни звучало там жестоко или кощунственно, но никто их не будет держать по много лет, до тех пор, пока они не умрут своей смертью. Это печально, я не получаю это удовольствие, меня это не радует. Я это просто делаю как работу, которую кому-то надо делать, чтобы у моих постоянных покупателей или у новых людей на столе оказался красивый вкусный гусь. Значит, я должен замарать руки кровью. Вот. Но это делать надо. Поэтому можете меня считать жестоким, бездушным. Мне пишут такие слова, что я бездушный человек. Нет, я очень душевный. Вы просто никогда не были у меня в гостях и не знаете, до какой степени я душевный человек. А я знаю. И те, кто у меня был, знают. Поэтому не ругайтесь, не обижайтесь. Не осуждайте, самое главное. Я это делаю и для себя, в первую очередь, потому что все, что я продаю, я ем сам. Поэтому у меня всегда чистые, хорошие тушки, красивые, которые не стыдно в духовку положить и на стол поставить. Потом я это делаю для своих клиентов. Ну и, соответственно, да, я на этом зарабатываю какую-то копейку. Опять же, чтобы на следующий год купить гусей, купить корма, жить самому, и чтобы этот процесс продолжался постоянно. Вот такая вот у меня как-то философия, друзья мои. Так что это моя жизнь, мой выбор. Так что давайте не будем осуждать друг друга за это. Еще мне часто пишут: побереги маму, найди помощников. Поверьте мне, маму я люблю, я ее очень берегу. Вот. Возможно, я уже говорил не раз,
Возможно, когда она скажет: сынок, я уже правда не могу, там пальчики болят, дергать это. Я скажу: мам, все хорошо, берем 20-30 штучек, ровно столько, сколько я смогу убрать за неделю. Вот. И продолжаем жить, найдем другие источники дохода. А помощники, про которых мне пишут, найдите людей. Вот знаете, вот когда вот ты смотришь там в Башкирии, в Татарстане, когда люди держат по несколько тысяч гусей, и у них есть прям специальные бригады, несколько женщин, они приезжают в любое место, там, в деревню, в районный центр, куда скажут, на ферму. И это их статья заработка. У нас здесь такого не было. Были бы здесь такие люди, я вам клянусь, здесь бы, наверное, 1000 гусей ходило. Потому что я бы знал, что я заплачу деньги, они все это дело пощипают, они все это дело выпотрошат, помоют, я только упакую. И самое главное, что я бы знал, например, было бы 5 таких женщин, это то есть, ну, штук 40-50 гусей в день можно убирать только в путь. Я бы знал, что за 10 дней у меня там убрано там 500-600 штук, там, к примеру. Вот. Звать абы кого, кто бы чтобы пришел, день не пришел, потом у меня руки болят, потом то все 5-10, не знаю. Я, во-первых, не хочу таких людей, ну, как говорится, не конкретных. А во-вторых, уже много лет я занимаюсь этим делом. В деревне все знают, ну, что-то мне никто не сказал. А давай мы придем, денег заработаем. Ну, не хотите, не надо. Я сам потихонечку все сделаю. Это тяжело, но это делается. Так что 300 штук мы убирали за 20-22 дня. Нормально, терпимо. Ну, не поспим подольше. Зато потом в январе как отоспимся, и все будет классно.